Джек был человеком, который ничего так не любил, как проводить дни на озере, ловя рыбу на ужин. Он занимался этим в течение многих лет и никогда не сталкивался ни с какими проблемами. Однажды жарким летним днем Джек решил отправиться в свое любимое место на озере. Он забросил удочку и устроился поудобнее, ожидая поклевки. Светило солнце, пели птицы, и Джек чувствовал себя довольным. Но он и не подозревал, что прямо под поверхностью воды притаился аллигатор, наблюдая за ним голодными глазами. Пока Джек сидел там в полном неведении, аллигатор начал подплывать все ближе и ближе, подкрадываясь к нему сзади. Внезапно Джек почувствовал, как его леску дернули, и взволнованно начал сматывать ее. Сделав это, он внезапно почувствовал острую боль в ноге и вскрикнул от удивления. Он обернулся и увидел, что аллигатор вцепился своими мощными челюстями в его ногу и тянет его в воду. Запаниковав и изо всех сил пытаясь вырваться, Джек знал, что должен действовать быстро, если хочет пережить эту встречу с аллигатором. Но сможет ли он перехитрить свирепого хищника и вернуться в безопасное место? Сердце Джека бешено колотилось, когда он пытался вырваться из схватки аллигатора. Он знал, что ему нужно быстро соображать, если он хочет пережить эту встречу. Он потянулся за своим рыболовным ножом, который всегда держал под рукой как раз на такой крайний случай. Крепко ухватившись за рукоятку, он изо всех сил опустил ее вниз, целясь в голову аллигатора. Аллигатор издал громкий рев, когда нож вонзился в него, но не ослабил хватку на ноге Джека. Джек знал, что должен предпринять что-то решительное, если хочет сбежать. Собрав все силы, на которые был способен, он высвободился из схватки аллигатора и поплыл так быстро, как только мог, к берегу. Его нога пульсировала от боли, но он не позволил этому сбить его с толку. Он знал, что если бы ему только удалось добраться до безопасного берега, у него, возможно, появился бы шанс. Когда Джек плыл, он чувствовал, как аллигатор наступает ему на пятки, его мощный хвост толкает его сквозь воду. Он чувствовал ее дыхание у себя на затылке и знал, что должен плыть еще быстрее. Наконец, после того, что показалось ему вечностью, ноги Джека коснулись мягкого и илистого дна озера. Он, спотыкаясь, выбрался из воды, хватая ртом воздух и трясясь от страха. Он добрался до безопасного места, но знал, что никогда не забудет эту ужасающую встречу с аллигатором. Когда Джек рухнул на берег, его нога пульсировала от боли. Он никогда раньше не испытывал ничего подобного и знал, что ему нужно как можно скорее обратиться за помощью. Оглядевшись, он увидел, что он не один. Услышав шум, из соседнего дома выбежала женщина. «Ты в порядке?» – спросила она, и на ее лице отразилось беспокойство. «На меня напал аллигатор», – выдохнул Джек. «Мне нужно попасть в больницу». Женщина быстро вызвала скорую помощь и помогла Джеку добраться до ее дома, где обработала его раны и наложила на ногу самодельную повязку. Пока они ждали приезда скорой помощи, женщина рассказала Джеку, что живет рядом с озером и много раз видела аллигатора раньше. Она предупредила его, чтобы он был осторожен в будущем, так как аллигатор, как известно, свирепый хищник. Несмотря на боль, которую он испытывал, Джек не мог не испытывать благодарности к этой женщине за ее доброту. Он знал, что обязан ей жизнью, и поклялся быть более осторожным в будущем. Когда прибыла машина скорой помощи, Джека срочно доставили в больницу, где ему оказали медицинскую помощь в связи с полученными травмами. Это было долгое и трудное восстановление, но в конце концов он снова встал на ноги и был готов вернуться на озеро. Однако на этот раз он позаботился о том, чтобы всегда внимательно следить за любыми аллигаторами, которые могли скрываться поблизости. Он не понаслышке знал, насколько опасными они могут быть, и не хотел рисковать.